Перемены в личной жизни. Что же произойдет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, что я вам скажу? Вы человек компанейский, вот вы душа компании, вы умеете всегда найти подход к любому человеку. Очень коммуникабельный, и, в общем-то, люди к вам тянутся. Вы можете и анекдоты рассказать, какие-то истории, да. Вы любите вообще веселье. Вот состояние веселья, да, вот посиделки с друзьями. Может быть, кто-то дружит с семьями, может, это просто мальчишники. И это очень такая теплая компания, которая вас подпитывает, да, подпитывает каким-то позитивом, теплом. Причем это друзья-приятели могут быть очень давние, могут быть друзья детства. Кто-то, может быть, дружит еще там с момента учебы, института, училища, ну, у кого как. У вас есть люди, которые всегда смогут вам подставить свое плечо. Это и близкие, это и друзья-приятели, это люди, которые никогда не позволят вам упасть. Это очень такой классный якорь, поддержка и опора. Вы сейчас либо же находитесь в поисках любви, либо же уже кто-то из вас нашел свою ту единственную и неповторимую. Давайте-ка сделаем как раз маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вы встретили уже ту единственную, либо же находитесь в поисках. Я периодически так делаю опросы, потому что новые подписчики и зрители добавляются. Поэтому очень интересно. Пишите все. Вот вы уже встретили свою любовь, либо все еще ищете. Я вам скажу, что те, кто ищут любовь, я не могу сказать, что вы очень сильно суетитесь, что-то делаете. Да, вы вроде бы в поиске, но это какой-то пассивный поиск. Вы не будете, я не знаю, там сидеть на всех подряд сайтах знакомств, вы не будете бегать за женщинами. Вот бегать за женщинами – это точно не про вас. Может быть, даже вы скажете, что я уже свое отбегал, правда? Уже я этого наелся, больше бегать ни за кем не хочу и не буду. Вы человек, который, в общем-то, зарабатывает, но я не скажу, что это очень большие деньги, но, скорее всего, это, ну, либо же средняя зарплата, может быть, меньше средней. Это какая-то, может быть, либо командная работа, ну, то есть на своей работе вы задействованы вот несколько человек. Может быть, это посменная работа, может быть, это ваш маленький коллектив, 3 человека, да, вот, ну, как-то мне показано 2-3 человека, очень тесно вы связаны по работе. Вы уже, наверное, вот для себя решили, что, причем это скорее даже проиграется у тех, кому, ну, может быть, за 50, вот кто уже, ну, такого, ну, как сказать, это не то чтобы прям зрелый возраст, да, ну, солидный, скажем так, возраст. Вот вы, наверное, для себя решили, что вы не будете больше не то чтобы бегать за женщинами, вы не хотите больше никакой житейской суеты. То ли отпустили все на самотек, то ли вот двигаетесь к своей цели, но очень медленно. Нет какого-то запала, нет азарта, не хочется суетиться. Хочется больше покоя. Да, вот друзья, приятели, вот какая-то компашка, да, может быть, с близкими, вот у кого классные такие отношения. Это может быть ваша отдушина, где можете посуетиться, повеселиться. А вот так сказать, что в каких-то таких других вопросах вот не хочется уже напрягаться, хочется больше отдыха, больше расслабления какого-то, да. Вот если бы еще у вас была любимая женщина рядом, вам больше ничего и не нужно, правда? А хватать звезду с неба, что-то доказывать себе либо другим, ну как-то это вам уже либо надоело, либо уже просто неохота. Еще что о вас поведают. Можете зарабатывать деньги, в принципе, ну неохота. Вот смотрите, даже те из вас, которые не так много зарабатывают, вы прекрасно понимаете, что
имея ваши таланты, ваши способности, запросто можете пойти где-то подработать, да, хотя бы у соседей что-то отремонтировать, и уже вам бы была еще копеечка. Не хочется суетиться. Вот есть, мне показано, особенно это те, у кого еще нет женщины, кто в холостяках ходит, вот нет запала, нет драйва, нет, ну, нет вдохновения, нет мотивации, понимаете? Это если бы у вас появилась женщина, тогда бы вы вздохнули, встрепенулись, да, и полетели покорять мир. Но пока, увы. Кто-то из вас все-таки, знаете, может быть, даже заприметил женщину, заприметили, но по какой-то причине вы боитесь к ней то ли подойти, ну так, побаиваетесь, опасаетесь подойти. Может быть, потому что не очень уверены в себе. Здесь еще может быть вопрос внешности, вопрос своих таких внутренних комплексов. Так бывает. Есть и среди женщин, и среди мужчин, когда вот человек смотрится в зеркало и понимает, да, что не Ален Делон, как говорится, да. Поэтому, может быть, из-за внешности кто-то из вас комплексует. У кого-то еще могут быть мысли, что вот я ее недостойна, она вся такая раз такая, она такая классная, да, вот. Ну, вы себя принижаете, вот как будто вы ниже рангом. Ребят, прекращайте баловаться. Если женщина нравится, вот берете быка за рога и дерзаете, идете вперед. Не получится с этой, получится с другой. Потому что можно так пропустить женщину, с которой реально у вас могут сложиться классные отношения. А ваши вот страхи, комплексы, сомнения, ну, они только все разрушают. Ни к чему хорошему это не приводит. Как же будет меняться ваша личная жизнь, а может быть не будет меняться? Вот все равно, смотрите, мне показано, как бы вы ни грустили, как бы вы ни ставили на паузу там личную жизнь свою, все равно в душе вы все, ну вот я абсолютно уверена, вы все ждете любви, вам хочется любви. Даже больше скажу, вам бы даже хотелось семьи, у кого-то, может быть, даже проиграется, вам бы хотелось деток. И неважно, есть у вас дети, либо же нет. У вас будет, смотрите, те из вас, поскольку это общий расклад, я разные ракурсы рассказываю вам, кто сторонник, ну, еще пожить для себя, погулять, да, это будет касаться скорее более молодых мужчин, наверное, будет встреча с женщиной, с которой вы, ну, сначала будете в романтических отношениях, но потом большая вероятность, что вы начнете в нее влюбляться. Причем так крепко начнете влюбляться, могут даже появляться мысли, что она вас приворожила, что что-то не то, да, вот я не хочу влюбляться, как это, я боюсь, ну, в таком плане. Но, тем не менее, чувства будут все больше и больше вас затягивать. Поэтому здесь роман, который может перейти в любовные отношения. Женщина темноволосая, женщина среднего телосложения, женщина, с которой вот начнется все с постели, а потом поймете, что вы на одной волне. Энергетически почувствуете, что вам с ней просто классно, приятно и комфортно. Когда почувствуете, что я не хочу от нее уходить. Вот, допустим, там даже ночку провели вместе, и я не хочу от нее уходить. Вы поймете, что вы начнете скучать за ней, вас к ней тянет, вы все больше думаете. Ну и, как я сказала, можете испугаться даже сами своих чувств. Но я думаю, все-таки вы обуздаете свои чувства, вы справитесь со своими страхами, вернее, да, не чувства обуздаете, а страхи. Все-таки я думаю, что вы пойдете дальше и начнется новая красивая история любви, хотя вы будете рассчитывать просто на романчик. Далее, что еще может произойти? У кого еще как будет меняться личная жизнь? Посмотрим разные варианты. Встретится женщина, довольно такая уверенная в себе. Женщина, которая четко знает, чего она хочет. Скорее это будет женщина, ну, таких светлых оттенков волос, более светловолосая. Может поначалу показаться дамой с характером.
Поэтому, знаете, здесь будет такое ощущение, что с одной стороны, да, вот есть что-то в ней притягательное, вот вы смотрите и как под гипнозом просто, вот что-то такое манящее. То ли это уверенность, то ли это такая, знаете, стать, вот царская стать такая. Обычно такие женщины, они реально очень притягательны. Уверенные женщины, они довольно притягательны, и вы это можете наблюдать везде. Ну, к примеру, вот, да, где-то в компании, там, на дне рождения, какая-то толстушка-веселушка, она выплясывает, она без комплексов, она такая вся веселая. И вы уже можете порой даже заметить, что да не такая же она и толстая, да, вот она такая классная, она такая уверенная, притягательная. Поэтому эта женщина, я не говорю, что она толстушка, да, вот просто в ней что-то такое есть, магическое такое, притягательное, женщина уверенная в себе. Будут к ней такие осторожные шаги у вас. Вы попытаетесь с ней знакомиться, попытаетесь все-таки сблизиться, узнать ее поближе. Но я вам скажу, чтобы вы не пугались, если она поначалу вам покажется такой сдержанной, эмоционально холодной. Почему она такая будет? Потому что ей когда-то причинили боль. Опять же, она знает, что такое боль в отношениях. И я вам скажу так. Я думаю, уже кто меня смотрит регулярно, вы, наверное, заметили, что обычно приходят на расклад, да и по жизни. Но практически все люди, у которых есть за спиной какая-то психотравма. Какие-то разрывы, обманы, предательства. Поэтому это неудивительно. Я не знаю, это, наверное, 1 на миллион человек, кто вот первый раз женился, встретился там, да, и счастлив до конца жизни. А так у большинства все-таки были какие-то негативные опыты. Поэтому эта женщина не исключение. Она не такая вот страшная, холодная, какой вам может показаться. Вы это поймете только спустя какое-то время, как пообщаетесь. Она поначалу, пока вот точно так, как вы, она ведь тоже будет присматриваться. Она вообще присматривается к людям, потому что обжигалась, потому что было ей тяжело и больно. Далее, что еще у вас будет с ней? Да, поначалу будет у вас, ну, такое непонятное состояние. Будете, с одной стороны, тянуться к ней, с другой стороны, будете как-то даже переживать, потому что ну, непонятно человек себя ведет. Вроде бы и хорошо с вами общается, а вроде бы как-то держит дистанцию. Будет накрывать вас, будет непросто. Будут те из вас, которые могут решить, да ну ее, буду я еще там завоевывать, разбираться. Такое тоже может быть. Это как одна из версий, потому что это общий расклад. Но большинство все-таки, я думаю, что вы мужественно стерпите и все-таки пойдете, вот, несмотря ни на что, покорять эту женщину. Потихонечку покорять, да. Вы не будете хватать звезд с неба, вы будете очень реально смотреть на вещи. И я так скажу, у вас еще одно знакомство идет. Опять же, ребят, у вас будет даже ситуация выбора. Еще одна женщина выпала, она может быть огненного знака зодиака, либо же, ну, такая она активная. Вот ее можно будет узнать по активности. Такие женщины очень ревнивые, они страстные, они хорошие любовницы. Она очень такая работящая, она может делать миллион дел одновременно. Но в то же время с ней нужно глаз да глаз, потому что Фигаро тут, Фигаро там, да, вот она была только что здесь, она куда-то умчала, она очень активная, то есть если вы хотите быть с ней в отношениях, вы можете, в принципе, начать с ней роман, да. С ней тоже, опять же, это один из вариантов, я вам рассказываю, у кого будет встреча с такой женщиной, то чтобы вы знали, если вы любитель расслабиться сейчас, да, вот вам хочется покоя, вам хочется какого-то расслабона, то с этой женщиной вы точно лежать на диване долго не будете. Если вы пойдете все-таки в отношения с такой дамой, вы будете постоянно куда-то мчать, что-то делать. Она очень такая любопытная, она любит бывать в разных местах. Это могут быть какие-то путешествия, не обязательно за границу. Это можно даже у себя где-то там по городу, в области, там, я не знаю, в районе.
С ней постоянно нужно что-то делать, какие-то развлечения, где-то посиделки. Ну, то есть это очень большой актив. Это такой движ, ну, который далеко не каждый сможет вытерпеть. Хотя, между прочим, я вам могу сказать, что кому-то из вас точно понравится, потому что, может быть, даже вы сейчас вот в одиночестве заскучали за такой суетой. Заскучали, потому что, ну, в принципе, а куда идти, да? Ну, с друзьями посидите, хорошо, а что дальше, да? Вот дома как-то, вот вы реально на расслабоне. С этой женщиной вы должны быть готовы к тому, что и это будет бурная и интимная жизнь в том числе. Да, Бобик ваш точно не заскучает, он будет лаять и визжать от счастья. Будет не то, что накормленный, он будет перекормленный у вас, поэтому будьте готовы к этому. Это женщина страстная, это женщина, которая любит экспериментировать. Это женщина, у которой никогда не болит голова. Ну и знаете, еще скажу такой момент, который, может быть, вас немножко удивит, либо же шокирует. Такие женщины очень любят эксперименты вот интимного характера где-то в разных таких, ну, по типу людных мест. Я не говорю, что это в парке на лавочке, прям при людях, нет. Но это какой-то драйв такой, знаете, ну чуть ли не за кустиком, что где-то так рядышком ходят люди, и где-то так вы там шпили-вили делаете, понимаете? Поэтому вы должны быть тоже готовы к таким экспериментам. Вот она любит внезапность. Она человек-праздник, она человек-хаос в каком-то смысле. Она постоянно суетится, поэтому к такой женщине точно нужно подстраиваться. Ну, вернее, даже подстраиваться к ее темпу жизни. Потому что сидеть с вами долго просто вот дома на диване, но она заскучает. Да, иногда можно посидеть, полежать на диване, но иначе ей будет просто скучно, потому что она сама по себе, она огонь, она женщина-огонь, она девчонка-зажигалка, я обычно таких называю. Поэтому, ребят, вот такие разные вариации женщин. Выбирайте, кому что подходит, потому что каждый свою женщину повстречает, да. Вы теперь знаете, что из этого может получиться. Настраивайтесь на позитив, притягивайте в свою жизнь новую женщину. Вы знаете, что все наши мысли материальны. И какую женщину вы себе намечтали, какую женщину вы себе навизуализировали. Такое сейчас очень модное слово, да, визуализация. Когда вы представляете, причем представлять нужно на эмоциях. Вот вы должны радоваться вот внутренне, как будто она уже у вас есть. Просто представлять так не работает. А вот когда вы, ну, кайфуете, такое прям внутреннее приподнятое настроение, да еще вы видите эту женщину, вы можете представлять все, что угодно. Хоть вы там с ней на диване лежите в обнимочку, хоть вы там, я не знаю, еще что-то делаете. Ну, то есть именно эмоции. Эмоции – это очень большая движущая сила. Поэтому, мои дорогие мальчишки, скучно вам точно не будет. Женщины у вас будут каждая по-своему потрясающая. Ну а дальше выбираете вы сами. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!